Всем привет! Это 13 глава трипологии звука. И так получилось, что эта глава будет не про синтезаторы, а про гитарные педали времен СССР. Так получилось, что сейчас у меня есть в наличии несколько гитарных педалей разных годов. В этом выпуске мы послушаем 4 педали. Это педаль Ottava, педаль Effect Wow Wow, педаль Vita и педаль Electronica 1201. Послушаем их как по отдельности, так и вместе, сравним звучанием, попробуем скомбинировать звук. Я ничего особо не могу рассказать про эти педали, кроме личных ощущений от ремонта и от ощущений, которые возникли при использовании данных педалей. Ввиду того, что в этих педалях не предусмотрен разъем под внешний источник питания, как в современных примочках, я буду использовать лабораторный блок питания с разъемами типа крокодил, который буду набрасывать на разъемы под крону, которые есть в каждой из примочек. Делаю это потому, что у меня не хватает батарей, а примочек много и хотелось бы скомбинировать некоторые из них. И я считаю, что это замечательная возможность сравнить одновременно звучание нескольких разных педалей разных годов, поэтому, собственно, и возникла эта глава трипологии. Ну что ж, приступим. Как обычно, немножко о подключении. Сейчас гитара Muzima Record подключена в педаль Vita. Педаль Vita выключена, у нее есть возможность нажатием просто пропускать сигнал напрямую, и в данном случае так и сделано. Сигнал напрямую поступает в педаль Effect Wow Wow, и из педали уходит в микшер, и там на линии навешен ревер Yamaha SPX50D с длинным таким хвостом. Все, в остальном педали будут звучать чисто своими звуками, больше никаких обработок добавлено не будет. Начнем мы с педали Effect Wow Wow и чистого звука. По той причине, что так будет более правильно. Особенность примочки Effect Wow Wow в том, что она сильно глушит звук. То есть звук гитары, он более чистый на самом деле, а именно сама педаль приглушает звук, что дает достаточно такой прикольный эффект. Это, в принципе, чистый звук гитары, пропущенный через примочку. Я добавил в эффект Wow Wow возможность реверса управления эффектом Wow Wow педалью, потому что мне очень неудобно, когда в классическом, вот сейчас она положении, она открыта, и при нажатии она закрывается. Мне очень это неудобно, и я делаю наоборот, то есть педаль закрыта, и при нажатии она открывается. Я сейчас включу этот режим. Послушаем, каким образом на чистом звуке может звучать эта педаль. То есть сейчас звук закрытый.
Также на этой педали есть возможность вибрато, как амплитудного, так и тембрового. Очень интересно дополняет звучание гитары. Сейчас включу амплитудное вибрато. Также есть возможность тембрового вибрато. Тембровое вибрато наиболее ярко выражено, естественно, когда закрыт фильтр. Также в педали есть фуз, но о нем чуть-чуть позже. Это достаточно приятный набор звуков для игры чего-нибудь блюзового, спокойного. Но все-таки иногда хочется чего-нибудь потяжелее, каких-то крутых соляков, таких, чтобы прямо аж за душу брало. И все-таки мы здесь собрались слушать рок. И переходим в связи с этим к педали Vita. Я включаю эту педаль и включаю ее режим фуза. У нас появилось некоторое количество шума. Ну, да куда от этого деваться? Во включенном режиме педаль управляет громкостью эффекта. Плюс можно установить уровень усиления. Сейчас он стоит где-то по центру. И есть еще тембровая окраска. Сейчас я объясню, что это такое. Но для начала показываю первую комбинацию. То есть педаль Vita с включенным режимом фуза. Плюс эффект вау-вау, который немножко глушит сигнал. Вот такое у нее дикое звучание. Сейчас выставлен на половиной громкости, потому что когда слишком ее накручиваешь, слишком большой идет уж перегруз, и поэтому я ее громкость контролирую. Вот. И в паре с эффектом вау-вау это абсолютно крутая штука, потому что появляется некий другой оттенок звучания.
Продемонстрированные только что звуки — это предельные настройки достаточно, но вся прелесть педали Vita в том, что ее настройки можно достаточно универсально под себя настроить. То есть в режиме максимальных каких-то предельных это такой очень резкий звук, но если снизить чувствительность до каких-то порогов, то мы получаем достаточно кранчевое такое звучание. Поговорим про педаль Ottava и заодно послушаем, как может звучать один и тот же фуз на двух разных педалях. То есть я сейчас переключаю выход педали Vita в педаль Ottava и, получается, буду пользоваться трактом от Ottava. Как я говорил ранее, педаль эффект вау-вау имеет свойство немножко приглушать звук из-за особенностей устройства педали и применения эффекта вау-вау. Педаль Ottava отличается по устройству, и у нее эффект вау-вау можно отключать отдельной кнопкой, и ввиду этого чистый звук через эту педаль происходит без особых изменений, и поэтому он намного чище и открытий. То же самое происходит и с перегрузом. То есть перегруз здесь отличается по звучанию. То есть та же самая примочка Vita звучит совершенно иначе. То есть звук самого фуза намного ярче по высоким частотам и отчетливее. И в паре с эффектами, то есть здесь совершенно по-другому звучит эффект вау-вау, который мы сейчас послушаем. Послушаем тот же самый риф, только его очень неудобно мне играть, потому что здесь нельзя инвертировать педаль, и она всегда находится в нижнем положении.
Также в педали Ottava есть тремоло, которая тоже включается отдельной кнопкой. У тремоло есть 3 регулятора. Это глубина модуляции, скорость и как бы пикообразность, либо как это называть, даже не знаю, но сейчас это нужно показать. Включаю тремоло. То есть сейчас максимальный эффект, и можно слышать, какие короткие пики. А сейчас я изменю скважность этих пиков. Послушайте, какая разница. Также можно менять скорость. Также можно переходить в эффекте вау-вау, когда он включен, на тремоло, полностью нажав педаль. В этом режиме в блоке эффекта тремоло работает только скорость, глубина и модуляции не работают. А сейчас мы сравним звучание фуза в 3 разных примочках, потому что характер этого звучания очень сильно отличается. У меня на первом месте стоит в этом списке педаль Vita. Я постараюсь играть одинаковые рифы, чтобы можно было сравнить. Но даже на разных мелодиях будет слышна разница в характере звучания, потому что они очень сильно отличаются. Начнем мы с педали Vita, средний такой перегруз. Теперь послушаем перегруз педали Ottava. Он такой более сухой, подходит для соляков, но в общем он сильно такой жужжащий достаточно. Теперь послушаем характер звучания фуза в педали эффект вау-вау. Она немножко приглушает свой же эффект, но характер тоже можно оценить. Тоже достаточно очень грязный звук, плюс приглушенный по высоким. И в целом у меня мнение об эффекте фуз, что это достаточно всегда грязный звук, подходящий для игры всяких соло. То есть он редко подходит для игры каких-то ритмических партий. На соло он подчеркивает звук мелодии достаточно ярко.
А теперь перейдем к самой, пожалуй, выпадающей из списка педали. Если данные три педали имеют нечто общее, то следующая педаль, которую мы рассмотрим, электроника 1201, немножко выпадает из этого списка, как по характеру звучанию, так и вообще. То есть она у меня является как бы аутсайдером, потому что из всех трех она мне наименее нравится, и мне в ней более всего импонирует фейзер. Но я бы все-таки предпочел фейзер отдельной примочкой. То есть, если сейчас смотреть на вот эти три педали, Ottava, эффект Wow-Wow и Vita, то я бы себе оставил любой из комплектов, то есть одну какой-то из эффекта Wow-Wow и фуз Vita. Все три они не нужны, то есть лучше взять фуз и какой-то из эффекта Wow-Wow, который более подходит. То есть мне нравится как и первый, так и второй, но если именно эффект Wow-Wow, то он более крутой в эффекте Wow-Wow, как ни странно, а в Ottava он такой очень грязный и без верхних частот. Тремоло как в Ottava, так и в эффекте Wow-Wow достаточно похожие. Ну, единственное, вот эта настроечка ширины, скважности импульса, но она не особо нужна. В принципе, из этих четырех педалей я бы себе оставил эффект Wow-Wow как вакушку и Виту как перегруз. Очень крутой аналоговый такой сетап. Я бы не пользовался тембровым вибрато, потому что в эффекте Wow-Wow, потому что оно неинтересное. Но вот именно квакушка плюс фуз дает достаточно прикольный звук. Перейдем к примочке электроника 1201. Педаль электроника наиболее спорная из всех трех, как я уже говорил. Здесь есть 4 эффекта: вау, вибрато, фейзер и компрессор. Почему-то тише по громкости, чем остальные педали, приходится на нее выкручивать. Когда все эффекты выключены, то есть сама педаль управляет уровнем громкости. Сейчас педаль Vita выключена. Чистый звук заходит в тракт самой электроники. То есть очень тихий звук, педаль регулирует громкость. Чтобы хоть как-то вытащить звук, нужно включить компрессор. Но он сильно приглушает звук и добавляет большое количество шумов. И понятно, то есть он компрессит звук. Поэтому выключим этот эффект и добавим фуз от Vita. То есть сейчас звучит электроника и фуз от Vita, на электронике компрессор выключен. Послушаем, как здесь работает эффект Wow-Wow. В принципе, опять же, можно сравнить три комбинации. В каждой из этих примочек есть эффект Wow-Wow, как в Ottava, так и в эффекте, так и в электронике. Сам эффект Wow-Wow здесь такой же приглушенный, как и в педали Ottava. Сильно он глушит звук, и перегруз, кайф от перегруза теряется. В этом плане педаль эффект Wow самая крутая, потому что она позволяет все-таки максимально открыть фильтр нажатием на педаль. Так, но перейдем к дальнейшим эффектам. То есть понятно, что есть вибрато. Ничего особенного, такой же, то есть скорость и глубина. Перейдем к самому интересному эффекту. Фейзер, который здесь написан, фазер. Ну, в принципе, фазовращатель, понятно, то есть можно по-разному сокращать. На чистом звуке послушаем, как он звучит. Здесь всего две ручки, акцент, который выраженность добавляет, и скорость. Сейчас скорость примерно на 11 часов. Послушаем, как звучит эффект на этом режиме. Добавим немного перегруза.
Именно так звучит фейзер в электронике 1201, и это самый любимый мой эффект в данной педали. Но даже он не оправдывает все-таки наличие всей этой примочки. Ну что ж, звук примочек мы послушали, давайте подобьем некоторые итоги по каждой из них, в том же порядке, в котором мы их и слушали. Педаль Vita. Крепкий надежный корпус, очень простая конструкция. По-моему, среди фузов это мой фаворит среди всех сегодняшних педалей. То есть очень крутой фуз, буквально на 2 там транзисторах, здорово усиливает и хорошо звучит. В паре с другими примочками вполне можно использовать. Достаточно такая аналоговая штука для любителей чего-то старого. Как говорят, фуз начинаешь понимать только с годами. То есть я вот фуз, например, раньше совершенно не понимал примочку, зачем она нужна. То есть там дисторшн еще, ладно, там овердрайв, но фуз я вот как-то его не любил. То есть выглядит она очень круто, по крайней мере тот экземпляр, который у меня в ярком оранжевом цвете, можно использовать вполне и в современное время. То есть она звучит очень прикольно и имеет широкий диапазон настроек. Единственное, что мне в ней нравится, я рассказывал, по-моему, в обзоре ее, когда я ремонтировал, это то, что если играться этой педалью во время игры, все-таки громкостью пытаться манипулировать, то всегда случайно нажимаешь вот этот тумблер. Но, в общем, знающие люди мне посоветовали сделать здесь демпфер из резиновой какой-то подкладки, чтобы был некий искусственный ограничитель, который только при желании давал нажать на эту кнопку. В общем, педаль крутая, мне нравится, рекомендую. Ее брать однозначно советую, если она за какие-то небольшие деньги вам попадет в руки. Следующая педаль. Эффект Wow Wow. Крутой литой корпус из алюминия, очень надежная конструкция. Тут такая хитрая система шкивов из лески. Сам эффект Wow Wow среди, опять же, всех педалей, которые сегодня представлены, а в 3 из них есть Wow Wow, то есть здесь эффект Wow Wow действительно самый крутой, так как и написано на педали. Фуз здесь абсолютно ни о чем, он не интересен, не нужен. Ну и вибрато, амплитудное, тембровое, в общем, на любителя, если надо, можно использовать. Эффект Wow Wow здесь максимально такой, как мне, например, понравится, импонирует. Очень классная педаль, если вам попадется, опять же, берите. Она не очень сложна в устройстве, ремонтируется достаточно просто, выглядит круто, и я думаю, это надежный танк, который будет выполнять свою работу еще очень многие годы. Следующая педаль — это педаль Ottava. Я думаю, она тех же годов, что и педаль эффект Wow Wow, но уверенности нет, потому что я не нашел в интернете даже ее фотографии именно по запросу Ottava, педаль Ottava, Wow Wow, почему-то не нашел. Может быть, даже это первый обзор этой педали на YouTube, но я не видел, по крайней мере. Ottava вот здесь написано. То есть педаль Ottava, здесь фуз, тремоло и Wow Wow, все это можно включать по раздельности, то есть в отличие, например, от того же эффекта Wow. Что мне не понравилось? Мне не понравилось сам эффект Wow Wow, он заглушает полностью звук и срезает все верха. Ну вот вы слышали, как он в паре с Витой звучит. Тремоло здесь, в принципе, такой же, как и на эффекте Wow Wow, такой же, как и на электронике, и это, в принципе, простейший эффект, поэтому я не думаю, что стоит на нем останавливаться. Фуз мне не понравился, он какой-то жужжащий, он неприятный, то есть не нравится. Сама педаль достаточно тоже сделана с литого алюминия. То есть прикольно. Прикольно, но на любителя. Последняя педаль, которую мы рассматривали, это электроника 12011, хотя я говорил 12001, я просто последнюю цифру не называл почему-то. 12011. То есть типа такой комбинированный аппарат с 4 эффектами: Wow, вибрато, фазер, компрессор. Мне лично абсолютно не понравился, потому что снаружи он выглядит, конечно, большим, массивным, таким приятным на вид, то есть деревянный корпус. Внутри он абсолютно никакой, то есть там платы разболтаны, там надо все подклеивать, я это все сделал, но все равно мне устройство внутреннее не понравилось. Она достаточно примитивная, там все плохо экранировано, плохо разведено и так далее. Педаль здесь не имеет никакой пружины, она вот так вот болтается. Здесь есть шумоподавитель, эффект Wow Wow вы слышали, точно такой же, как и на Ottava, он очень сильно срезает верха и глушит звук, и какой-то он невыраженный достаточно фильтр.
Вибрато, в принципе, нормальное. Компрессор не знаю, зачем использовать. Он шумит, он добавляет призвуки. В общем, мне не нравится. Единственное, что понравилось, это фазер. Но, как я уже говорил, фазер не оправдывает наличие вот этой педали. То есть, итого из 4 этих педалей, лично себе, я бы оставил вот такой комплект. Педаль Vita и эффект вау-вау. Вместе они звучат достаточно достойно, и какие-то вещи на них, в принципе, можно вполне играть. Вот такой небольшой рассказ. Напомню, что канал, в принципе, держится на энтузиазме. Я его веду ради того, чтобы просвещать людей относительно разных приборов и примочек времен СССР и вообще любых других аналоговых устройств, которые попадают мне в руки. Поэтому не забудь подписаться, если ты еще не подписан, нажать на колокольчик. Если понравилось, то рассказать своим друзьям. Таким образом вы мотивируете меня заснимать дальнейшие видео. Все, всем спасибо, всем пока. Это канал Трипология Звуки. С вами был Саша Культурно. До следующей главы. Всем пока.